Здравствуйте, меня зовут Скирда Антон, я представляю Харьковское городское объединение «Харьков молодой» в рамках проекта «Харьков любимый город». Сегодня 10 мая 2022 года. Мы находимся в городе Харькове в квартире респондента. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе все, что считаете нужным. Добрый день, Антон, меня зовут Владислав, фамилия моя. Я аспирант исторического факультета Харьковского национального университета имени Каразина. Живу в городе Харькове на данный момент, сам я родом из Полтавской области. По совместительству, да, по случаю работы остался здесь, собственно говоря, пожалуй. Это, наверное, самое важное, что можно сказать обо мне. Скажите, пожалуйста, сколько вы уже проживаете в Харькове? Со времени начала своего обучения на историческом факультете, то есть с 2014 года, это сколько уже, 8 лет, да, получается. Раньше я жил на Алексеевке, сейчас уже 3-й год где-то проживаю здесь, на ТЗ. Расскажите о своем детстве, о своих родителях, кем они работали. В детстве. В принципе, родители, мать домохозяйка, сам я родился в городе Кременчуге, мать у меня домохозяйка, отец работает главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе, тоже в Кременчуге. И, собственно говоря, в принципе, детство мое тоже прошло в основной массе в этом городе, может, что-то конкретнее о детстве рассказать. Чем вы занимались в детстве? Может, какие-то самые знаковые моменты, которые вы запомнили? Да я даже, пожалуй, не знаю. Сейчас просто все события понемножку меркнут перед знаковостью времени, в котором живем, но на самом деле, закончил одну из рядовую школу в городе, то есть хотел поступить на исторический факультет, поступил, закончил, работаю по специальности. То есть, собственно говоря, можно сказать, что детские мечты свои какие-то я воплотил. Так, пожалуй, все. О детстве. Расскажите, пожалуйста, о своей семье в настоящее время. Да, в настоящее время, пожалуй, ничего особенного не изменилось. Отец все так же работает на НПЗ, мать домохозяйка. Сейчас в городе Кременчуге находится тоже. В принципе, все как и раньше. А на каком языке вы общаетесь в повседневной жизни, смотрите телевизионные программы и читаете книги? На самом деле, в принципе, здесь каких-то предпочтений совершенно не имею. То есть, мне удобно говорить и на русском, и на украинском, да, грубо говоря, просто я стараюсь здесь соответствовать своему респонденту, то есть тем, с кем разговариваю, стараюсь, чтобы ему было удобно и комфортно, да, то есть, например, книги читать тоже мне комфортно, как и на русском, так и на украинском, то есть в остальное время, в принципе, различия не имеет. Дома говорим на украинском, поскольку родители, мать Западной Украины, отец из Полтавской области, они в детстве тоже говорили на украинском языке, и, собственно говоря, поэтому дома мы общаемся больше на украинском. Здесь, в среде своих друзей, коллег, соответственно, тоже в зависимости от ситуации совершенно происходит. В принципе, комфортно и так, и так. А в отношении фильмов, передач? Тоже, наверное, не имею никаких предпочтений. Абсолютно. Расскажите, пожалуйста, как для вас прошел 2021 год? Какие-то, может, ключевые моменты, чем запомнился? Да, в целом, не знаю, позитивно. Я в 2020 году, да, я поступил в аспирантуру, начал работать по специальности. 2021 год это был первый год моей работы по специальности, да, поэтому он, запомнился прежде всего этим, да, собиранием материалов для диссертации, чем-то еще подобным. В принципе, это один из хороших годов, да, которые я прожил, поскольку я занимаюсь своим любимым делом и, собственно говоря, жил в свое удовольствие, да, поэтому, последний год мне этим и запомнился. А не могли бы вы поподробнее рассказать о том, чем вы занимаетесь? Своим любимым делом, по специальности?
Ну, в целом, закончил я исторический факультет по специальности история и археология. По этой же специальности я поступил в аспирантуру. А, Пишу кандидатскую диссертацию по теме «Скляные посуды черняхівской культуры на территории Украины». И, собственно говоря, по совместительству сначала работал в школе, потом работаю, сейчас на данный момент работаю еще в университете в лаборатории Германо-славянской археологической экспедиции. Ну, собственно говоря, археология моя хобби, археология сейчас превратилась в мою работу фактически во многом в мою жизнь, потому что большую часть времени я все-таки провожу, занимаясь этим, опять-таки, своим любимым делом, и поэтому как бы... Скажите, а преподавательскую свою деятельность вот в школе вы прекратили или продолжаете еще работать? Не, в школе прекратил, поскольку это немножко график работы там было немножко сложно привести в соответствие с необходимостью там, подготовки материалов для диссертации и так далее. Нужно было очень много ездить по Украине. И пока я работал в школе, я, к сожалению, себе такого позволить не мог. Там как бы стабильный график расписания, уроков. Ну, то есть я был привязан к этому, то теперь как бы я последний год, 21-й, я был абсолютно свободен от любого графика, что как бы позволило мне определенную часть Украины объездить. И были планы как бы и на дальнейшее время тоже, собственно говоря, этим же заняться подбором материалов для диссертации. Ну, то есть это уже... Потом часто преподавательская деятельность отошла как бы немножко на другой план. Скажите, а что вы делали за день до начала войны? За день, 23-го. Ну, в принципе, 23-го у нас был такой мини-праздник. 23 февраля появилось помещение нашей лаборатории Германо-славянской археологической экспедиции, где мы сейчас работаем. Первое помещение, где мы работаем сейчас на данный момент. И, собственно говоря, это такой как бы семейный, уютный праздник с коллегами, который мы проводили вечером 23 февраля 2022 года. Ну и, собственно говоря, вот до этого занимались обычной работой, которой занимаемся в любое другое время. И вечером собрались для того, чтобы вспомнить, как это было, какие-то фотографии посмотреть, поздравить друг друга и так далее. Скажите, а вы уже упомянули о том, что 23 февраля вы отмечали какой-то праздник. Это был праздник именно 23 февраля или просто так сложилось? То бишь вы отмечали День Советской Армии, либо, как его принято у нас в стране считать, за мужской день? И отмечаете ли вы этот праздник в принципе? Я вас понял. Нет, тут скорее просто как бы день этот связан больше с памятью как бы моих коллег о том, что связано непосредственно с работой и с деятельностью, историей нашей экспедиции, да. То есть тут скорее как бы 23 февраля это просто мужской день Советской Армии просто наложился как бы на это. И, то есть, касательно самого праздника, то, наверное, как бы, не знаю, его, в принципе, давно уже перестали праздновать, как бы, в принципе, наверное, еще с университетских лет как-то оно совершенно... Трудно назвать это каким-то праздником, который мы там празднуем, да, да, как бы этот день есть, да, мы знаем, что там какие-то события в этот день были, опять-таки исторические, так сказать, какие-то память о них присутствует, но сказать так, чтобы это был праздник, который мы празднуем, действительно, День Советской Армии все-таки уже немножко отжил свое, скажем так. Были ли у вас какие-нибудь планы на 24 февраля? О, да, планы были вообще великолепные. Я должен был обрабатывать материалы в нашем музее археологии Харьковского университета. Договорился о времени, договорился о месте, и как бы ситуация была такова, что 3 года, долгое время там не открывали витрины, и я не мог там зарисовать определенные вещи, и в этот день должны были витрины открываться, сниматься. И, собственно говоря, я уже договорился с начальством музея, что приду туда поработать, приду это все зарисовать.
договорился о времени, ну и, собственно говоря, 24-го проснулся, уже понял, что как бы немножко все, немножко планы изменились. На самом деле, буквально через там, пару часов после начала всего, ближе к началу рабочего дня, коллеги из музея звонили, спрашивали, как ты там приедешь сегодня рисовать, там, ты сегодня, тебя ждать, не ждать? Я говорю, да, наверное, нет, наверное, сегодня уже не приеду. Ну, собственно говоря, да, планы были, и, к сожалению, конечно, воплотить их не удалось. Но на будущее надеемся. Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что началась война, и как вы восприняли это известие? Проснулся от взрывов, ну, где-то в половине пятого, наверное, как-то так. Проснулся от взрыва, потом понял, что как бы что что-то происходит, собрал вещи быстренько в рюкзак, ну, сел ждать, пока в коридоре, что будет дальше происходить, а потом упало где-то рядом что-то, как бы максимально громко. Я уже понял, ну, как бы немножко испугался, побежал в метро. Пока бежал по дороге, увидел дом, в который прилетело, и ну, там люди тоже повыходили все, кто в чем был, собственно говоря, там тоже повыходили, смотрели. Вот. Ну и дальше спустился в метро, дальше мы как-то уже с другом списались, типа, что делать дальше, как бы, что это самое, что будем, ну, как бы, как действовать. Ну и, собственно говоря, договорились просто встретиться там в центре, он жил, вернее, на Салтовке, на Академика Павлова. Договорились встретиться в центре. Вот, ну и, собственно говоря, там уже встретились и смотрели, мониторили ситуацию и думали, что как бы делать дальше, что дальше будет происходить. Вот, ну, собственно говоря, еще там девушку тоже отписал, забрал с этого, с Алексеевки, ну, собственно, мы все вместе встретились и вот сидели, ждали, мониторили, что будет дальше, как дальше действовать. Скажите, пожалуйста, а был ли у вас собран заранее тревожный рюкзак? Или вы его собрали немножко позже? И что вы в него положили? О, нет, не собирал я его точно раньше до последнего казалось, что это, конечно, полная чушь, и такого вообще не произойдет. Собирал утром, я же говорю, ну, буквально за минут 10, наверное, собрал. Да, что, ну, какие-то там, какую-то одежду первую, которую можно там было нацепить, воду, зарядки, какие-то лекарства, какие-то продукты первичные, которые можно было съесть. Ну, собственно, да, наверное, на этом как бы все. Все, что маленькое обрезано. Ну, какие-то документы и там, естественно, много еще информации по диссертации было не оцифрованной, поэтому я как бы до сих пор ее и таскаю там где-то с собой. Тоже я ее собрал и в рюкзак. Как изменилась ваша жизнь после начала войны? Изменилось в сравнении с началом или в сравнении с тем, что было до войны? В сравнении с тем, что было до войны. Ну, серьезно, конечно, изменилось. Ну, собственно говоря, ну, фактически, можно сказать, я потерял работу, одну из работ, да, то есть, ну и как бы, ну, изменилось все. Вот это расписание моей жизни до места, где я ночевал, там, что ел, как бы, ну, то есть, многое изменилось на самом деле. Не могли бы вы подробнее рассказать о быте, как протекала вот ваша жизнь там, в первые дни, недели, месяцы войны, как со временем изменилась, если изменилась? Да, ну, собственно говоря, конечно, наиболее как бы страшным был, остается и, наверное, останется первый день, когда мы все были в шоке, когда никто не знал, как действовать в такой ситуации, что будет дальше, да. Вот этот же первый день мы поехали на метро, сидели в метро долго, ну, где-то до обеда, наверное, потом решили, что все-таки, типа, ну, нужно возвращаться домой, потому что, как бы, ну, сейчас непонятно, что делать, что куда. Вернувшись домой, мы думали, как бы, все взрывается, все грохочет, непонятно что, куда, как спрятаться, тоже негде, метро далеко. Мы искали, прежде всего, где-то убежище, которое близлежащее, куда можно попасть, нашли, что, оказывается, типа, в доме есть подвал, очень крутой, оборудованный под убежище. Ну, дома эти строились в 50-е годы, как раз послевоенные, собственно говоря, как раз в разгар холодной войны, и строились они с бомбоубежищами, уже рассчитанными под подобные ситуации. Конечно, все это пришло в негодность там за период
90-х годов, ну, и да, как бы до сегодняшнего момента многое там оказалось в конечном итоге закрытым и так далее, но в соседнем подъезде, куда выход в этот подвал оказалось можно найти, мы договорились с соседями, что как бы будем туда приходить. Ну и, собственно, первое время, наверное, проводили по большей части в подвале, поскольку тут еще никто не понимал, что, куда, как. То есть то, что там, то русские наступали, то отступали, то как бы все тоже такое происходило. И, ну, то есть, грубо говоря, первые, наверное, дня 3-4 мы тут, ну, в основном жили в подвале, выходили там только в магазин за водой, и, там, зачем-то еще там соседям продукты отдать, там, еще живет бабушка рядом тоже, ну, то есть, как бы, только кому-то что-то занести, что-то отдать такое, ну, то есть, в основном тоже не шлялись особо по улицам. Ну, а потом дальше, как бы, люди стали чем дальше, тем больше осознавать и контролировать ситуацию, да, что как бы сформировался какой-то определенный алгоритм действий, что делать в случае опасности, да, мы как бы увидели все варианты этой опасности, которая угрожала, да, и то есть мы уже был наработан алгоритм, что делать при каждом как бы, при каждом из вариантов, да, то есть куда идти, как действовать и что делать дальше. То есть, собственно говоря, грубо говоря, на вторая неделя уже была куда как бы попроще, чем первая, поскольку мы знали, что делать. В принципе, ты как бы знал свою дальнейшую судьбу. Ну, единственное, там, что еще какие-то такие ситуативные решения были по поводу там вывоза жены друга там из города, да, и своей девушки, ну, то есть, ну, опять-таки, ну, это тоже мелочи, там, в принципе, максимально прорабатывали ситуацию, которая будет безопасна в этот момент, и как бы подгадывали просто и так дальше. Ну, в принципе, сейчас, на данный момент, опять-таки, алгоритм действий знаем, то есть, в случае чего... А не могли бы вы подробнее описать ваш быт вот этих первых дней пребывания в убежище? Там, как питались, как готовили пищу, где спали? Да спали, ну, вот, в принципе, в подвале готовили наверху здесь, то есть, вообще, на самом деле, самый удивительный момент первых дней войны, это то, что была горячая вода еще в это время, и там какую-то первые недели-две можно было прийти сюда помыться, там, приготовить, покушать, все это самое, ну, то есть, был свет, все работало, и ну, то есть вполне здесь наверху можно было жить. Мы поднимались, как бы тут делали все самые необходимые дела, там, ну и там, когда было опасно, мы уходили в подвал, да, там, какое-то время переждали, пересиживали там. То есть, в принципе, ну как-то вот так. Чем дальше протекали все эти события, тем как бы больше становилось такого тихого, свободного времени, когда можно было подняться сюда, побыть, потрачать здесь. То есть дальше уже стали выходить немного на улицу, там ходить, лазить, смотреть, что, куда, как, что там изменилось, где что есть, где что можно купить, как бы по продуктам. Тоже первое время было так весьма, конечно, скудненько, грустненько с продуктами, но в целом купить их можно было, то есть, и, как бы сказать, каких-то острых там недостач чего-то мы явно не испытывали. Абсолютно. Ну, чем дальше, соответственно, чем ближе к сегодняшнему дню, тем как бы продуктами все наполнялось и товаром и так далее. А поменялось ли у вас восприятие времени и пространства в этот период? Пространство, наверное, больше в том плане, что я как бы подробнее узнал географию Харьковской области, следя там за тем, куда там что взяли, что отбили, что заняли и так далее, а откуда могут стрелять там сюда по ХТЗ и тому подобное. А касательно времени, ну, конечно, времени свободного появилась уйма, но как бы ты понимаешь, что какими-то обыденными делами, которыми ты занимался до войны, ты тут уже типа заниматься не можешь, потому что как бы ну в любой момент что-то может как бы ну сейчас это конечно уже все изменилось в лучшую сторону, да, но там какие-то недели 2-3 назад еще конечно это все было так маловообразимо, что там, целый день сидеть тут наверху как бы и там ничего не прилетало, ну то есть заняться какими-то своими делами длительными или которые нужны там каких-то инструментов, техники или что-то подобное было невозможно, потому что ну там в какой-то момент мало хоп, типа и надо все собираться быстренько в подвал, потому что ну там, где-то прилетело, короче, ну собственно говоря, как-то вот так вот, наверное, изменилось. Скажите, а поменялись ли у вас сны?
с момента начала войны, снятся ли они вам вообще, и если можете рассказать, то о чем они были? Ой, кстати, на самом деле, сны по-разному. На самом деле, я человек такой, у меня на самом деле а, сны снятся довольно редко, но в целом что-то снилось. Нельзя сказать, что-то определенное. Прям один раз, единственный, один сон могу связывать с войной, там когда-то один день уже не помню, так, на второй, на третьей неделе войны снилось, типа, снилось, что, короче, там роем окопы, что-то, в общем, такое, очень сумбурное. Вот. Это, наверное, единственный случай, когда снилось что-то типа подобное с войной, и все остальное как бы совершенно абсолютно с войной не связано точно. Как-то с другими событиями какими-то. Скажите, какое ваше самое значимое и любимое место в Харькове? И есть ли с ним история, которой вы бы могли с нами поделиться, которая связана с этим местом? Ну, парк. Я понимаю, да. Ну, в целом, я не знаю, для меня на самом деле Харьков, он весь красивый, он весь любим, потому что как бы в каждом районе Харькова в нем есть своя изюминка, в нем есть что-то свое притягивающее, и прям сказать, что типа вот я этот район не люблю, а этот люблю больше не могу. Конечно, больше я сейчас люблю все-таки район, где я живу, да, ХТЗ, потому что я к нему привык, потому что я тут все облазил, я знаю здесь каждый уголок, каждое место, каждое, ну, то есть здесь я могу с закрытыми глазами куда угодно идти, ходить, и наверное, все-таки здесь больше ХТЗ, опять-таки здесь своя архитектура, своя история у этого района, свои какие-то свои скрытые моменты, да, свои люди. То есть, опять-таки, даже в каждом районе Харькова люди, они все равно отличаются. Люди, проведшие тут там, хотя бы лет 5, да, прожившие на ХТЗ, они очень сильно отличаются от людей, например, живущих на Холодной горе или так далее. Оно все-таки это на самом деле круто, что ты смотришь, что до этого я жил на Алексеевке, и круто, что ты смотришь, как ментальность района подминает под себя ментальность человека, то есть тебя и его ритм жизни, и его как бы, ну, очень много, весь его быт фактически, если так можно сказать, то есть действительно можем сказать там каких-то людей, КТЗовцы, да, там, или салтовчане, или так далее, да, то есть в принципе любой район для меня так же близок, как и это, на самом деле, потому что, ну, все-таки везде здорово. В Харькове как ни крути, ну, не знаю. А вот не могли бы вы какое-то выделить определенное место, как вы сказали уже, на вашем любимом районе? Ну, аллею, улицу, парк. Ой, я даже не знаю, я, честно говоря, больше любил гулять по ну, вдоль районов наших заводов, да, то есть там трамвайная колея, там мало народу, там всегда, ну, то есть там своя своеобразная архитектура, опять-таки, этого периода времени постройки завода, да, то есть, ну, там действительно свой шарм, то есть гулять по пустынным, безлюдным улицам. Вообще, конечно, очень люблю наш район в ночное время, то есть, когда народу очень мало, особенно летом в ночное время, когда народу очень мало, когда, типа, есть возможность выйти на улицу поздно, пройтись, прогуляться, тут это тоже великолепно. Скажите, а какое у вас самое любимое заведение для проведения досуга? Есть ли такое в принципе? Кафе, ресторан, кофейня. Ну, я не знаю, наверное, ну, могу назвать, наверное, даже несколько таких мест, потому что, как бы, одни места, они, ну, например, некоторые бары, да, которые в городе у нас там есть, например, Шато, раньше очень любил старика Хэма, которого, к сожалению, в связи с последними событиями этого бара, не знаю, мы, наверное, может быть, уже не видим вообще. Ну, то есть, в целом, какие-то есть такие места, связанные, где мы с друзьями любили погулять, любили выпить, любили провести время. С другой стороны, есть какие-то заведения такие, которые больше поражают своей атмосферой, своим антуражем, да, то есть какая-то там, в студенческие годы мы проводили в столовой Держпрома, да, в Горке. То есть за это время еще там какие-то узнали, что такое харьковская пельменная, там, работающая с 80-х годов. То есть здесь много тоже таких заведений, которые поражают тебя как бы не своим выбором, не своим
не предоставлением услуг, да, а вот самим антуражем и своей историей эти места. То есть поэтому, скорее всего, вот ну, из таких, из таких мест любимых это, да, действительно, кафе «Горка» и там, например, Харьковская пельменная, и вот из баров или пабов это Шато, Старик Хэм, Трактир. Ну, то есть это, опять-таки, все места связаны с проведением времени в студенчестве, да, то есть где мы с друзьями часто собирались, с чем связаны какие-то воспоминания. То есть поэтому как бы эти места до сих пор остаются любимыми, поскольку как бы, ну, вот, с ними многое связывает. А есть ли у вас сейчас возможность посещать и заведения, которые вы перечислили, и гулять по району любимому? Ну, ограничений уйма, ну, как бы, наверное, из единственного дозволенного, что остается, это там в дневное время гулять по району, смотреть, как бы, что еще, слава богу, осталось целым, да, что что попали там снаряды, да, что как бы и смотреть, ну, действительно жалко, когда приходишь, идешь мимо каких-то зданий и видишь, как туда попал снаряд и угодил, да, и ты понимаешь, что, как бы, конечно, уже восстановить это сложно. И да, в его былом виде, в его былом антураже, в том, как это выглядело раньше, это уже будет достаточно сложно, и как бы от этого тоже грустно. Ну и, наверное, вот как бы из такого, да, потому что, ну, там опять-таки даже элементарно добраться до центра сейчас без личного транспорта невозможно. Ну и тоже, грубо говоря, там все ограничено, любые передвижения ограничены, тоже комендантским часом и так далее. Ну, и любыми подобными ограничениями. Насчет баров я вообще не уверен, работают ли они, честно говоря, даже не знаю. Скажите, а какой у вас самый любимый праздник и как вы его обычно празднуете? Ой, наверное, самый любимый Пасха, если так думать. Ну, вообще, типа, стараюсь попасть, конечно, в церковь, типа, на крутую. Ну, то есть всегда нравится пасхальная служба, она действительно какая-то своя. Ну, там очень много интересного, очень много эмоций, очень много впечатлений там действительно происходит. Да. Ну, а так, это, в принципе, семейный праздник, мы всегда с семьей праздновали. То есть даже оставаясь тут, как бы, без семьи, я все равно старался как-то попасть в церковь, потому что, ну, как бы, связь с традициями семейными, она все равно как-то некая память традиции. Скажите, пожалуйста, а в этом году вы смогли попасть на Пасху в церковь или не Да, в получилось? этом году, ну, конечно, не в ночное время, как бы такая наиболее эмоциональная атмосфера там все-таки ночью, да, когда там это все происходит в темное время суток, как бы, в определенное время, да, ну, в этот раз все было просто утром, ну, в целом сказать, что что-то там особенно изменилось, честно говоря, ну, наверное, нет. Все-таки если все те же эмоции, все те же впечатления, они в принципе, и утром доступны, как и ночью, если так сказать. Все равно как бы, этой радостью там, можно поделиться с близкими, с соседями, друзьями. Как бы. Скажите, а какую церковь вы смогли посетить и где она находится? Александровский собор, он буквально здесь находится рядом, собственно говоря, поэтому никуда даже ехать идти не пришлось. В 10 минутах ходьбы от меня. Тоже за что как бы люблю свой район, да, потому что все рядом, все близко, все есть, все можно посетить. Даже в такое сложное время. Скажите, а как бы вы хотели отметить свой день рождения в этом году и в каком месте? Ой, честно говоря, обычно все мои дни рождения приходятся на последние лет 8. Все мои дни рождения приходятся на летний полевой сезон нашей экспедиции, да, на мою работу фактически. То есть, ну, в принципе, я уже привык отмечать его в кругу своих коллег и друзей. Ну и, собственно говоря, хотелось бы в этом году повторить точно так же, да, отметить, увидеть, хотелось бы даже, наверное, сказать, не отметить, а просто увидеть всех этих людей, которых я знаю, которых я видел всегда раньше, и хотелось бы увидеть в одном месте, ну, хотя бы приблизительно там в это время, да, там неделю или 2, которые там рядом с моим днем рождения где-то, да. То есть это, наверное, самое желаемое сейчас, поскольку как бы все разъехались там понятия не имеем, когда там кто вернется обратно или когда вообще там обстоятельства позволят это сделать. То есть, хотелось бы, конечно, верить, что на мой день рождения это
большую часть этих людей я увижу живыми, здоровыми. Скажите, а как вы относитесь к переименованию улиц Харькова и снесению советских памятников? Честно говоря, немножко двояко. Ну, скажем так, абсолютно ясно, что многие эти названия уже с уходом советского режима абсолютно потеряли свою значимость и, ну, и как бы вообще актуальность и важность, да, но с другой стороны, как бы, с другой стороны, это история, но она все-таки должна какая-то быть возможность компромисса между прошлым и тем, что есть сейчас, да, то есть как бы ну, не знаю, может быть, даже какая-то там в дублировании названий там в табличках, да, скажем так, только как бы, ну, учитывая, мы по факту мы поступаем сейчас, как поступают советы во время становления своего государства, да, то есть они начисто стерли с памяти людей те улицы и те воспоминания, которые были связаны с прошлыми названиями, да, то есть мы должны как бы этот опыт отрицательно учитывать и как бы все-таки стараться сохранить любую память, которая была на нашей земле, да, не важно как бы с чем она, конечно, связана, но мое мнение, как бы все-таки нужно как-то стараться это сохранить. Да, может, конечно, не в такой форме, как она существует сейчас, но какой-то компромиссный вариант все-таки должен иметь место и должен вырабатываться. Скажите, а остались ли ваши друзья, знакомые, соседи в Харькове? Или Да. ну, для начала думали ли вы о переезде из Харькова в более безопасное место? Ну, честно говоря, думал, но опять-таки это как бы просто очевидно, если бы ситуация менялась здесь, то выхода другого бы не осталось, пришлось бы переезжать. То есть, абсолютно, ну, то есть как бы такая мысль все время была где-то сзади, да, то есть запасной вариант, да, что как бы делать дальше на тот случай, если там бои продвинутся в черту города, или там что-то еще серьезное произойдет, или как бы ситуация, мы увидим, что ситуация будет ухудшаться только в худшую сторону, то я думал, там какие-то пути, варианты миграции куда-то хотя бы за пределы города мы с друзьями прорабатывали, думали, как это можно все провернуть, поэтому да. Ну а так, в принципе, слава богу, тьфу-тьфу, оно все, ситуация не изменилась, поэтому надеюсь, она особо не изменится. Ну и Харьков, поэтому не хотелось бы покидать. Все-таки с этим городом связано много воспоминаний. И, ну, то есть, очень не хотелось бы этого делать, на самом деле. Ну, касательно друзей, некоторые друзья, которые с семьями, они вывезли семьи. Ну, на самом деле, они вывезли семьи, и сейчас вот буквально на днях собираются вернуться обратно уже, то есть в принципе, тоже люди многое связывают с этим городом, и им также сложно его покинуть, какими бы обстоятельства они ни были. И при любой возможности, я думаю, они будут пытаться вернуться сюда, поскольку здесь как бы тоже много их связывает с этим городом. А остались ли ваши друзья, знакомые, соседи в городе? Да, или большинство уехало, как вы вообще оцениваете? Наверное, 50 на 50. Вот, опять-таки, семейные люди, кто с детьми, они выехали там, в первую, вторую неделю войны, когда это можно. Ну, там, на самом деле, тоже все зависит во многом от обстоятельств, потому что многие из них там живут, например, на Салтовке, да, где там, на северной Салтовке, где сейчас абсолютно условия для жизни неприемлемы, поэтому они, ну, как бы, что максимально правильное решение было выехать из города. Ну, если не переехать хотя бы в какие-то более-менее безопасные регионы, то уехать совсем, потому что дети, все же нужно как-то их голос беречь и в каких-то нормальных условиях расти дальше. Ну, собственно говоря, где-то половина людей, моих знакомых, осталась в Харькове, живет здесь дальше. Скажите, вы продолжаете общаться с друзьями, знакомыми, и теми, которые уехали, и те, которые остались? И каким способом вы это делаете, если продолжаете общение? Да, конечно, абсолютно поддерживаем связь. Ну, то есть, созваниваемся, опять-таки, мессенджеры, Телеграм позволяет связываться практически в любую минуту нашего времени. Ну, то есть, когда есть интернет, когда есть свет, моментами там, конечно, бывало это самое, но ну, как бы, часть моих знакомых живет даже у меня на районе, поэтому с ними я как бы вижусь
общаюсь постоянно, то есть, ну, поэтому как бы это еще тоже во многом укрепляет и мою уверенность в том, чтобы оставаться здесь, поскольку думаю, что если бы не было здесь этих знакомых, то я бы, конечно, тоже это было бы гораздо труднее, был бы выбор оставаться здесь или уезжать, скорее бы я, наверное, последний бы выбрал вариант. Ну а так, как-то вместе мы здесь. Какое у вас отношение к внутренним переселенцам в Украине? Да, ну, мне сложно сказать, какое отношение к ним, потому что как бы, вряд ли в Харьков сейчас кто-то переселяется, только скорее отсюда. Но в целом этих людей очень жалко. Я считаю, что это как бы долг нашего общества это заботиться о них сейчас, потому что то, что пережили эти люди, это страшно, и то есть, ну, как бы, и они просто хотят найти хоть какой-то, ну, если они потеряли всякую стабильность в своей жизни, да, они потеряли всякую уверенность в завтрашнем дне, и вот долг нашего общества все-таки как-то помочь им восстановить эту уверенность, эту надежду, да, на будущее, то есть как-то, то есть всячески помогать им, поскольку ну, это, я считаю, наш человеческий долг, поскольку как бы, все мы можем оказаться в такой ситуации. Ситуация 2014 года с переселенцами Донбасса это как бы показала, что мы можем оказаться в такой ситуации, как они, да, абсолютно точно так же. А как вы относитесь к тем гражданам Украины, которые выехали за рубеж? Да, не знаю, ну, опять-таки, ну, мое отношение, я же просто с ними как бы не сталкиваюсь. Ну, я же говорю, друзья многие вывезли семьи. Ну, что вы, может, думаете по этому поводу, о том, что люди выезжают за рубеж туда, они остаются в Украине, например? Ну, я думаю, что к этому их принуждает ситуация, опять-таки. Просто каждый оценивает ситуацию, как будет лучше. Каждый думает, конечно, прежде всего о своих детях, о себе, о своей семье. То есть я считаю, что какое-то нормальное решение вывести, максимально обезопасить свою семью, своих детей, вывезя их за границу, да, то есть, скажем так. Ну, я думаю, что, конечно, опять-таки, при всем при этом эти люди, ну, это даже и видно, и многие, как бы, родственники, и мои друзья, коллеги, они, уезжая за границу, они, как бы, ну, не отрываются от своей родной земли, от Украины, да, они пытаются всячески помочь, там, куда, как-то, чем-то, всегда связываются, стараются держать связь, то есть, я думаю, что с окончанием всего того происходящего они как можно скорее вернуться в Украину, поскольку, ну, как бы, все-таки своя родная земля. Что для вас сейчас есть самой большой ценностью в жизни? Да, даже не знаю, ну, нормальные человеческие отношения, ну, потому что, на самом деле, мы больше ничем мы управлять своей жизнью, ну, как показывает опыт, как показывает обстоятельства, мы ничем не можем, да, цепляться за что-то материальное в этом случае, это максимально глупо, и, то есть, ну, наперед должны выходить духовные ценности, помощи ближнему в это сложное время, поскольку, ну, выхода другого нет, я не знаю, ну, то есть, как бы, здесь одному спастись в случае чего сложно, то есть, все равно должна быть какая-то опора, какая-то поддержка, если там не друзей, то хотя бы соседей или каких-то вообще любых знакомых людей. А как вы считаете, поменялись ли отношения между людьми за период войны? Я думаю, очень поменялись. Во всяком случае, мы это видим во многих, ну, это было видно в огромном количестве волонтеров, которые в начале войны, когда здесь реально шли боевые действия, когда на улицу выходить было опасно, эти волонтеры самоотверженно там помогали, носили людям еду, лекарства и так далее. То есть находились такие люди, которые готовы были пожертвовать собой, там, чтобы доставить что-нибудь другому или помочь ближнему. То есть я думаю, что эти события, ну, во-первых, сплотили наше общество, во-вторых, действительно, как бы оторвали человека от такого мирского, да, от
от самонадеянности, да, от попечительства о себе, там, да, о себе одном, да, и как бы и показали, что вот есть еще люди, которые страдают, и как-то, и преобразовали в светлую сторону моральный облик наших людей. Мне кажется, как-то вот так. Действительно, эти изменения все-таки они выявили огромную человечность в наших людях, которая была скрыта за материальными ценностями, за привязанностью к тому, что люди потеряли вот в этот момент. Скажите, а как вы на данный момент относитесь к материальным ценностям? Сложно. Это осознается их бренность абсолютная, которая, сегодня они есть, завтра их нет. То есть, я же говорю, поэтому здесь нужно держаться и тех людей, и ценить человеческие качества. И самому проявлять нечто подобное, поскольку, все мы можем оказаться в такой ситуации, когда сегодня у тебя есть все, а завтра у тебя нет ничего. Завтра ты там в одних штанах убегаешь из горящего дома, и все теряет смысл абсолютно. А есть ли у вас какой-либо предмет или вещь, которую вы дорожите и храните постоянно рядом с собой? Это материалы диссертации, наверное, потому что дальше они нужны сейчас, и и очень много сил было затрачено на то, чтобы их собрать и сделать то, что есть сейчас, и поэтому потерять это было бы очень плохо. Скажите, пожалуйста, о чем вы на сегодняшний день мечтаете? На самом деле мечтаю о возвращении назад, чтобы все вернулось на те круги, на которых оно было до войны. Конечно, это прям очевидно, наверное, что так, это если и будет, то это будет очень не скоро, а скорее всего так не будет вообще совсем. Все-таки, конечно, когда мы теряем что-то, мы осознаем его ценность. Собственно говоря, то, что было у нас до, оно теперь ценится гораздо выше, чем то, что мы имеем сейчас. Собственно говоря, наверное, наибольшей мечтой было бы вернуться в то время довоенное. Скажите, а что вы сделаете в первую очередь после окончания войны? Что-то быстро реализуемое, какой-то поступок, поездка, встреча. Наверное, не знаю, хотели встретиться со всеми друзьями. Так, конечно, это из такого наиболее реализуемого. Да, хотелось бы, конечно, увидеть всех, знать, что они живы, что они здоровы. Наверное, вот это самое. Что, по вашему мнению, ожидает Украину в будущем? Сложно сказать. Хочется верить в одно, что Украину в будущем и новая война не ожидает, да, после окончания этой, что все-таки даже это, какая бы она ни была война, каким-то мирным переговором, более-менее, мирным договором, более-менее устойчивым она завершилась, да, и мы не сидели и не ждали здесь очередной новой войны, да, то есть очень хотелось бы верить, что Украина дальше ждет мир, собственно говоря, за миром нужно будет как-то восстанавливать страну потихоньку, понемножку, восстанавливать любимый город. Думаю, что дальше как-то. Скажите, а какие ваши планы на будущее после того, как война закончится, имеется в виду, может, далеко идущие какие-то? Завершить диссертацию написания. Это, наверное, самый актуальный план. Он был актуальным до войны и остается актуальным и сейчас. То есть, сколько она там еще продлится, это, конечно, непонятно, но в целом, наверное, завершить диссертацию, защитить ее. А дальше уже видно будет. Дальше уже главное, чтобы над головой ничего не летало, а там уже что-то придумается, я думаю. Там уже возникнет много актуальных проблем, вопросов, которые тоже нужно будет решать. То есть, из самого глобального, наверное, да, это диссертация. Спасибо большое за такое интересное интервью. Желаем вам успеха в ваших научных достижениях, в вашей научной деятельности. Спасибо большое. И слава Украине! Героям слава! Спасибо.